Итак, что же было дальше? А дальше было следующее. На дворе 19 марта, то есть прошло приблизительно 3 недели, как мы катаемся по Румынии после начала военных действий. И стал вопрос, что как бы это все хорошо, но цены от 35 до 45 евро в сутки, ну как-то дороговато, наверное. И надо определяться, может где-то задержаться надольше для того, чтобы выиграть какие-то деньги. Для себя мы определили несколько вариантов дальнейшего развития событий. Первое. Можно было поехать в Болгарию, попытаться получить статус беженца, получить временное жилье, еду, возможно даже работу, ну или что-то в этом образе. Но дело осложнялось чем? Значит, во-первых, до Болгарии нужно было ехать порядка 800 километров. Плюс к тому же я, как мужчина, не попадал на тот момент под статус беженца, потому что я военно обязанный. И они предоставляли статус беженца для тех, кто пересек границу после 24 числа. То есть я был на территории Евросоюза, получается, 18-го. Вариант был второй, остаться в Румынии, но попытаться найти квартиру для того, чтобы месячная оплата была дешевле. Мы обратились к OLX, попробовали там. После этого нам пришла идея, что мы в принципе уже пожили там. Давайте выберем же, что нам понравилось больше. И зададим вопрос напрямую хозяевам, контакты которых у нас уже были и мы общались ранее, о том, что сколько скидки они хотели бы нам или могли бы нам предоставить, если мы снимем их квартиру не посуточно, а на месяц. Мы определили две квартиры. Это была квартира в Рымнику Вилче и квартира в городе Петрилов. Задали обоим хозяевам этот вопрос. Оба согласились на это предложение. Значит, в Петриле у нас нам предложили поделить цену с букинга пополам. То есть, если мы снимали за 38 евро, то есть по 19 евро в сутки. И это уже было как бы выгодно. Хозяин из Рымнику Вилче сказал, что готов предоставить нам бесплатно. Мы бесплатно сказали, брать не будем, давайте заплатим хотя бы коммунальные услуги. На том и порешили. Поэтому наше дальнейшее событие: мы разворачиваемся из города Петрилы и едем в Рымнику Вилче. Дальше, в последний день проживания в Петриле, мы едем в Петрошаны, которые рядом. Там много магазинов. Мы покупаем ребенку куртку легкую, потому что у него только зимний лыжный костюм. Покупаем мне легкий спортивный костюм. В Румынии благо Евросоюз и куча скидок в это время, поэтому это все недорого. Покупаем вот эти две вещи, потому что этого нам не хватало. И все, выезжаем жить в Рымнику Вилче. 20 марта начинается наше время проживания там. Хозяин нас заселил обратно, посмеялся с нас, потому что когда мы уезжали, он нам тогда говорил: оставайтесь и живите у меня. Но мы ж нет, мы поедем дальше, непонятно, может мы уже домой вернемся. Ну вот, так получилось. Итак, вот наш дворец. По меркам Украины это большая квартира, около 100 квадратных метров, 3 комнаты, 2 санузла, большая кухня, большая гостиная. Квартира располагалась на 7 этаже в доме в центре города. Большая парковка и вид на горы входил в комплект. Неделю мы живем в Рымнику Вилче, ходим по городу, то есть уже 25-26 марта идет довольно-таки неплохое потепление. В городе высаживается много цветов. Вообще мне говорил кто-то из румын, что Рымнику Вилче это вообще город цветов. Там цветы любят и за этим город именно смотрит. Ходим изо дня в день
только в супермаркет и наматываем круги по городу, потому что как бы скучно, как бы нечего делать. После недельного хождения туда-сюда по городу, нам захотелось, естественно, чего-то больше, поэтому я нашел на Google место, которое значилось как пирамиды Рымнику. Находятся они в 5 километрах от города, вот в таком вот лесу, в котором, заметьте, в конце марта нет еще зелени. Вел навигатор к метке весьма приблизительно, поэтому шли по бездорожью, а Вика даже чуть-чуть в заплыв пошла. А вот и сами пирамиды. Я бы их, конечно, таковыми не назвал, но для интересности и времяпровождения пойдет. В один день звонит мне хозяин наш и говорит: мы приглашаем вас на выходные к себе домой, так сказать, пообщаться. Это была очень интересная идея. Я ему говорю, что да, без вопросов, тогда, говорю, мы готовим что-нибудь из национального украинского и будем вас угощать. Решено было приготовить борщ, приготовить вареники. Я, честно говоря, немножко волновался. Я думал, что мы не сможем общаться, потому что наш уровень английского языка, не так хорош, чтобы общаться с ними. Наш хозяин 15 лет жил в Великобритании, и его английский прекрасен. Его жена, как оказалось, тоже очень хорошо знает английский язык. Но боялся, оказывается, я зря. Вечер прошел прекрасно. Словарного запаса нам, в принципе, хватило, чтобы пообщаться довольно-таки разнообразные темы. Плюс Google Translate никто не отменял. Поэтому мы ели, мы выпивали с ихним соседом, нам давали пробовать паленку. Было все вообще как бы чудесно. Тот вечер для себя я назвал наше румынское комьюнити. После этого эта фраза стала прям таки нарицательным. Значит, через несколько дней после этого наше комьюнити расширилось. Значит, хозяйка позвонила и говорит: почему вы сидите дома? Выходите к нам вечером гулять, мы с детьми будем в парке, и приходите вы. Мы вышли, и это было, я скажу, очень интересно. Нас познакомили с другими румынами. Тут же у нас пошел обмен, так сказать, культурными ценностями. Я им, к примеру, объяснял, что такое паляница и почему это украинский пароль, который не могут произносить другие национальности. Ni, it's hard. Тя, it's soft. Паляниця. Then speak. No. А они меня потом учили румынским матюкам. And this other language. So, first word is Mindset. pula. Dick. Сука. Пула. Пула, it's town in Хорватия. И все наши последующие дни начали проходить по такому вот плану. То есть первую половину дня мы готовим еду, ходим гуляем по Рымнику в Илче в разные стороны. Вторую же половину дня мы проводим в парке с нашими друзьями-румынами, ну и развлекаем себя комьюнити. Сегодня суббота, у нас важный момент, так сказать, в нашем румынском комьюнити. Румынская семья пригласила нас на отдых. Я, правда, не понял из нашего диалога, это будет отдых у родителей или у друзей. Ну, в общем, разберемся там. Hi. This is behind my back our new friends, Anka and Andrei. Hello. Yeah, we are going to picnic. Мы загружаемся в машину, нам обещают, что ехать 20 километров как бы недалеко. Так, а вот мы приехали, так сказать, во владение румынские. Мы высадили женщин и детей дома и сами поехали покупать закуски. Андрей привез меня в настоящую румынскую пекарню. После поехали в супермаркет. Везли в какой-то супермаркет, который где-то в
в сельской местности, и вот первое место, что я увидел, здесь есть какие-то сувениры. Я уже второй месяц в Румынии, и вот такая вот новая тема. А темой оказались тестикулы индюка. Из своих наблюдений могу сообщить, что румынское село оказалось самым обычным селом, такое самое, как в Украине. Называлось это село Бабени, и основной достопримечательностью его являлась психиатрическая лечебница. А хозяином данного дома являлся отец Анки, дядя Ион. Это вот такой вот village cox, то есть деревенский уголь. Ну, мы-то знаем, что это кочанет кукурузы. Андре, what this? Taste. This стуйка? Yeah. Perfect smack. Yeah. Pork bread. Илья вообще не видел разницы между румынской деревней и украинской, потому что он все равно сидел все время в телефоне. Кашу. Тут нам готовят тестикулы. Пахнет вкусно. Сегодня Румыния не перестает меня удивлять. Мне предложили попробовать варенье из острого перца. Это вообще непонятный вкус. Очень вкусно. В общем, я ем уже четвертую вот эту вот тестикулу. Я вам скажу, что в принципе мне нравится. Единственное, что, возможно, ее надо поджаривать больше. Но вкусно. Слава Украине! We present to you the national flower of Romania, Pizda Țiganci. Oh. And this. And this yellow one, it's papadie. Ага. This blue, it's Pizda Țiganci. This yellow one, it's papadie. Ну а дальше было следующее. Звонит хозяйка, когда мы были еще на барбекю, и спрашивает, когда будете дома? Ну, мы говорим, планируем где-то часам к 5. Она говорит, хорошо. Приезжаем мы во двор. Она говорит, идем со мной. Я подхожу, она открывает машину, а машина вся забита какими-то мешками, коробками. Она говорит, бери эти 2 мешка и вези их домой. Я поднимаюсь на лифте, завожу их, возвращаюсь, она выкладывает коробку, продукт, какие-то вещи, какие-то пакеты. В общем, ситуация какая? Я у нее спрашиваю, что это вообще такое? Она говорит, ну вы что тут во дворе вас видели? Знают, кто вы такие, знают откуда. Говорит, вы, говорит, ходите до сих пор, грубо говоря, в лыжных костюмах, то есть у вас же нету ни весенней, никакой одежды, ничего, сейчас теплеет. В общем, наши друзья захотели вам помочь, говорит, и дали там свои вещи, которые как бы под ваш размер, но им не нужны. Ну, говорит, там продукты, немного денег. Я делал 7 ходок на лифте для того, чтобы отвезти это все домой. Но мало того, как только я отвез последнюю и шел в парк, там где была Вика с Ильей и с другими румынами, подъехала BMW, вышел мужчина, которого я вижу первый раз, сказал «Добрый день, Данило». Открыл багажник, и там стояло еще 4 пакета с продуктами, которые вот прямо с супермаркета в брендовых пакетах. Мясо, молоко, крупы, все вообще, что нужно, оливковое масло, какие-то приправы, специи, ну, такие вот чудесные люди, румыны. Ну а вот могу показать вам небольшой обзор наших кухонных шкафов после того, как румыны оказали нам помощь. Кроме продуктов, румыны нам еще принесли средства личной гигиены объемом приблизительно на 1,5 года пользования всей семьей. А в этих 3 больших пакетах лежали вещи, которые еще нужно было все перемерить. Прошло 2 недели, и как вы видите, наша речка немножко зазеленела.
Наши хозяева пригласили теперь нас на барбекю к своим родителям. Едем мы в этот раз к отцу Чиприана, который, кроме того, что румын, еще является гражданином Франции. It's raining today, but with the summer. Go to barbecue in nearby village. Behind my back, stay Theodora and Cyprian and his parents. They are Romanian people, classic Romanian people, but not gypsy. Really? Serious? Вот. Домик такой нормальный. Зеленая территория, все дела. Живем под холмом. National Romania Tradition. Yeah, exactly. Вот такая вот странная традиция. Сало румыны не едят, но зато смазывают им противень. Так вот, значит, что нам сегодня предлагают? Вот смотрите, короче, они делают копченое мясо. Вот уже второй раз я это вижу. Очень интересно. А это вот копченая колбаса, тоже как бы домашняя. Остатки, как нам сказали, от 30 метров такой колбасы. А это next traditional. Exactly. It's oh, wow. Давай, Теодора. Давай. Ну и так как сегодня вербная неделя, вот принесли кусок вербы нам прямо с этого, с церкви. No. See, the women are making the barbecue. The men are just smoking. Cyprian says normal. Yeah. Так, а вот Теодора приготовила нам вот такую вот штуку. No Teodora. Yeah. Me, I make it. Халапеньо, но... Халадита! Что ты халадита? Теодора мне жаловалась, что Exactly. в Румынии женщины готовят барбекю, а мужчины только стоят и курят. Only the women make the barbecue. The men they are just eating. The women are making the barbecue. And smoke it. And smoking, yeah, exactly. Вот смотрите, это теория, которая была проверена, ну, в общем, говорят, что животные в другом регионе не понимают. Так вот, по-украински или по-русски позвать кота кис-кис вообще не канает. Я тут... Там он есть кот, я его звал, но он вообще, короче, на меня не реагировал. Зато его можно звать по-румынски. Как по-румынски? Пс-пс-пс. Мы так детей писать обычно приглашаем. Так, а вот готовят мои любимые мечи. Видите, да? Любимые мечи, да. Да. Да, и мы тут немножко, короче, внесли украинской кухни, вот. Да, Теодора несет наши блины. А это японский радиоприемник, которым очень гордится отец Чиприана, потому что ему больше 40 лет. It's a cognac. Cognac? Oh, okay. Unde e pahar? Все, finish. Ты на ready? Румыны, конечно, уникальные люди. Нас вроде как пригласили на праздник, а мы приехали, нам еще всунули пакеты с вот этим вот всем. Такая себе гуманитарная помощь. Это, кстати, тоже у них вроде как гуманитарная помощь для пенсионеров. Видите, везде значки Евросоюза.